Всем привет! Вы на канале отдыха и путешествий Моторный Лайф. В этом видео речь пойдет про одно из самых легендарных и загадочных достопримечательностей Днепра. Это также одно из самых романтических и привлекательных мест города Днепр. Монастырский остров имеет очень интересную судьбу. Правдоподобность определенных моментов, которые историкам так и не удалось установить. Первые сведения отправляют нас к древним памяткам письма. В них говорится, что эта земля была крайней, куда добрался с миссией об учении Христа его ученик. Речь идет об Андрее Первозданном. Само название «Монастырский остров» получил от якобы существовавшего там византийского монастыря, основанного в IX веке. Археологические подтверждения такого монастыря отсутствуют. Но предположения его существования не голословные. Еще в далеком 1635 году архитектор и конструктор военного дела из Франции, путешествуя по Украине, указал, что издревле был тут монастырь. В нем Ольга, знаменитая княгиня, пряталась от непогоды. Предположительно, раньше на острове было святилище язычников, а попозже появился христианский храм. Существует мнение, что на острове останавливался великий киевский князь Владимир в 988 году во время похода на Херсонес-Корсунь. А в 1152 году князь Мстислав Изяславович, разбивший половцев в долине рек Орель и Самара, тоже, вероятно, посещал монастырский остров. В 1240 году, после того, как монголо-татары разгромили русское войско, они прошли по всем христианским святыням. Оборонявшие храм монахи пали от сабель и стрел ханского войска. Монастырь был разрушен татарами и предан запустению, а ханское войско отправилось в Киевград. В это же время исчезает и древнерусское поселение у старых кадаков. Да так, что даже не остается никаких следов. Спустя почти 400 лет возведение польской крепости в Кадаках привлекло поселенцев на острова. В связи с быстрым ростом населения в этих местах особое внимание было оказано монастырскому острову. И в 1756 году казакам выдали предписание строго следить за лесонасаждениями, которые поселенцы пытались вырубить. Постройка самого Екатеринослава, центром которого планировали сделать Нагорную часть, заинтересовала князя Потемкина, решившего разместить здесь университет и построить мост через пролив. В то время первым архитектором, разрабатывающим план города, был француз Клод Геруа. Он хотел на монастырском острове устроить места для гуляния. Но планам воплотиться было не суждено, и остров был надолго забыт. В XIX веке в Екатеринославе, нынешнем Днепре, было учреждено садоводческое училище, которому передали все парки города. Остров в 1820 году также был передан училищу для разведения смолистых деревьев. Однако спустя 20 лет его передали в частные руки. Его владельцем стал Рябинин, который приобрел остров за 4000 рублей. Спустя время его продали Бурякову. Остров менял не только хозяев, но и имена. Вплоть до середины 20 века его называли Богомоловским. Весьма изменился и вид. Все деревья окончательно были уничтожены, а растительность ухудшилась. Но какую-то роль в истории города остров продолжал играть. Так, к столетию тогдашнего Екатеринослава в 1887 году там был устроен фейерверк. Начало 20 века для этого острова стало активным строительством. На него стал опираться мост железной дороги, его берег был отдан под базу яхтенного клуба. Был замысел у городских властей даже соединить его с самим городом. Но пролив, к счастью, так засыпан и не был.
Чудо инженерной мысли Мерефа Херсонский мост начали строить в 1914 году, а сдали в эксплуатацию только в 1932. Сооружение моста сопровождалось рядом осложнений. Для опор, расположенных в проливе Днепра, пришлось сконструировать специальную подвесную двухпутную дорогу, с которой и проводились работы. Для приготовления бетона были построены бетонные заводы, один на острове и два плавучих. Кроме того, было еще две отдельные бетонные установки. В истории функционирования парка на Монастырском острове существовало два памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко. Идея построить памятник великому поэту появилась в конце 1940-х годов. Скальные выходы, обильная растительность и отличные панорамы с возвышенных днепровских склонов как декорации к его произведениям. Но уже в 1957 году к парку присоединили и начали обустраивать остров, перед этим перекинув величественную эстакаду поверх пролива. Кстати, первый постамент Шевченко сохранился до наших дней, и его можно найти на береговой части Шевченковского парка. После присоединения острова на самой высокой точке возвели новый постамент Шевченко. Замысел имеет много общего с первым вариантом. Фигура поэта в глубоком замысле возвышается над Днепром. Разница только в размерах. Высота самой скульптуры 9,5 метров, высота постамента 10,5 метров. Вес чугунного слитка 55 тонн. Он и по сей день является одним из самых больших памятников Тарасу Григорьевичу Шевченко в Украине. В самом конце прошлого столетия, а если быть точнее в 1999 году, в северной части острова был построен храм Святого Николая. Затем у храма поставлена звонница, оборудована 7 колоколами. Этот храм разрушил архитектурную целостность парка, но удачно вписавшийся в ландшафт и в историческую судьбу этого места. Главные достопримечательности Монастырского острова сегодня – это канатная дорога от правого берега Днепра, с которой открываются великолепные городские панорамы и вид на реку. Еще одна замечательная достопримечательность Монастырского острова в Днепре – водопад Порог Ревущий. Это единственный искусственный водопад в Украине. Он был одним из порогов на Днепре, но исчез после запуска Запорожской ГЭС. Сегодня же это имя Порог Ревучий закрепилось за декоративным водопадом, который создали, чтобы почтить славу украинских казаков, которые с легкостью преодолевали смертоносные пороги Днепра. Открыли водопад в 2013 году. В высоту он достигает 17 метров, в ширину 20. Водопад может работать в нескольких режимах и имеет свою изюминку – подсветку в форме и цвете государственного флага Украины.
К острову ведет одна интересная достопримечательность – пешеходный мост со стороны города, перед которым можно увидеть великолепную скульптурную композицию, скамью влюбленных и огромное древо счастья. Сегодня на территории острова расположился Днепропетровский зоопарк. Любителей подводного мира порадует аквариум с пресноводными рыбами, а также террариум. Правобережная сторона острова вмещает не одну лодочную базу. Здесь же расположились и стоянки для яхт. Песчаная южная часть привлекает любителей пляжного отдыха. Далеко за пределы страны распространилась слава Монастырского острова как уникального энергоинформационного центра. Сюда приезжают экстрасенсы даже из Западной Европы, считая, что здесь открываются входы в параллельные миры, и что остров был священной столицей скифов. Что бы ни было правдой, а что вымыслом, Монастырский остров был и остается любимым местом отдыха горожан и гостей города. Сам здесь бывал и вам советую. Действительно уникальная и романтическая обстановка, а прогулка по Монастырскому острову дарит самые незабываемые и яркие впечатления.